Писец. И писец неизлечим. Шаббат шалом. Я Леха, и я готовлюсь к Швиль Исраэль. Сегодня мы на том же маршруте, который не удалось пройти полностью. Сегодня я возвращаюсь, чтобы закрепить результат и пройти его весь. У меня другой рюкзак, я увеличил вес на 2 килограмма. Плюс ко всему я собираюсь закончить этот маршрут, уменьшить перерыв в середине, может быть даже отодвинуть его на 15 километров вместо 11. Так будет правильнее, он будет именно в середине. Посмотрим, смогу ли я. Шаббат шалом. Бокер тов. Ну что ж, время у нас 8 утра, суббота, 27 июня, и мы снова на маршруте. Первый привал. Как и в прошлый раз, нам предстоит сначала спуститься в самый низ, потом подняться на самый верх. Ну, мы это уже делали, поэтому страшного тут ничего нет. Здесь минут перерыв. Ну, пошли. Снова мы здесь, как и на прошлой неделе. Первый крутой спуск по бездорожью, по тропе для байкеров. Раздолбана в клочья здесь она. Идти надо супер аккуратно. Идем. На прошлой неделе останавливался здесь отдохнуть. Сегодня решил не останавливаться, а подняться, дойти до 11 километров и сделать там привал. Ну что ж, старый друг, штурмуем тебя снова. Вперед из песней. Отметка 10,5 километров. Полкилометра до привала. С той сопки, с дальней, мы ее обогнули, вышли из-за нее. Вот там видна дорога. Потом она спускается вон туда. Вот там мы спустились. Между тех двух холмов пересекли железнодорожную линию и поднялись вот по этой дороге до подъема, до крутого, который вывел нас сюда. Ну что ж,
Второй привал 11,5 километров. Пути 3,5 часа. Время 11:39. Хорошая практика. Да, улучшаю результаты. В прошлый раз я был здесь минут через 20. И вышел я в прошлый раз на 20 минут раньше, чем в этот раз. Да, неплохой показатель. То есть на 40 минут быстрее. Сейчас здесь отдохну. Без 10-12 сорвусь дальше. Да. Следующая остановка будет уже на 15 километрах, где я выпью кофе, заварю себе варево на обед и двинусь дальше. Ну что ж, путь. И еще 20 метров подъема. И привал. Это был писец. Последний километр час шел. Час дня. Солнце в зените. Ловил каждую тень и каждый порыв ветерка, чтобы хоть чуть-чуть, чуток охладиться. Это писец. Все, 15 километров пройдено. Большой стоянка. 20 минут. Кофе. И заварить себе обед. Варево. Писец. И писец неизлечим. Сегодня на обед у нас в меню бургуль с луком, с грибами. Добавил в этот раз соли и еще бульон куриный. Будем пробовать в обед. Сервелат заливаю вместе со всем, чтобы отдал жир в кипяток. Попробуем его таким образом. В прошлый раз не делал так. Засыпал его. Думал, в прикуску буду есть, но нет. В прикуску не пошло. Сервелат сухой в прикуску. Да, запах неплохой. Залил 200 мл воды. Будем тестировать. Даже если многовато воды, то будет супчик. А сейчас кофе. И опишу вам, какие проблемы и какие решения я принял. Короче, дилемма вот в чем. Мы сейчас вот тут вышли от всех, шли вот так. Дошли сюда. Это 15 километров. Середина маршрута. Я могу пойти здесь в горку, вот сюда, и спуститься здесь. Это все бездорожье для мотоциклов. Я этого делать не хочу. Вот совсем не хочу. Я выбираю, это не срезать даже, это примерно то же самое расстояние по пологой плоскости. Иду вот так, не спускаюсь вот здесь, здесь бездорожье. Иду вот так. Это гравийка. Потом что-то не гравийное, потом гравийка по ходу. Я здесь не спускался раньше. Идет вниз. И все, дальше идем по гравийке. На прошлой неделе я срезал вот тут. Здесь у нас ЖД пути. Вот тут вот срезал. Поднялся вот здесь и пошел.
Здесь в общей сложности километра 3. Но самое сложное здесь это вот эта петля. Она для мотоциклов, и там такая жесть, что трындец. Вот поэтому вот. Так что можно вот здесь петлю сделать и пойти вот так. И вот здесь подняться. Это тоже приемлемо по мне. Потому что сократит мне вот этот вот подъем. И я не хочу больше идти по бездорожью, по возможности. Вот. А потом уже... Сейчас 2:07. Я выйду через 20 минут. Когда я дойду до сюда, будет уже часа 4. Нас перебили, извиняюсь. Когда я дойду до сюда, будет уже часа 4. И все это я буду идти в теньке, более-менее. Здесь у нас юг, солнце будет отсюда. Здесь деревья по этой стороне растут. Так что здесь мы на солнце попадаем. Но если перейти, вот здесь речка, Вади, какая-то Вади. А можно перейти на эту сторону и идти. Тут есть лесок такой. А здесь я не хочу подниматься. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, это 80 метров. Набор высоты. Ну его. А здесь идет вдоль хребта. Ну, вот так. Сейчас кофе. Кофе вот с такой вот штукой. Соленая карамель. Взбодриться. Называется срезал бездорожье. Ну, шило на мыло, может быть, поменял. Ну, вроде здесь полегче идти. А вообще я оказался прав. Здесь пологий спуск. Там было чуток резко бездорожье, а здесь гравийка. И хорошо идется. Дерево. Одно на миллион, я думаю, во всей округе. Огромное. Игдрасиль местный. Прям одинокая, сильная, старая. Ляпота. — 19,5 километров. 10 минут передышки. Идется очень хорошо, без 15,4 сейчас. Прям замечательно идется. Последние 2 километра прям пробежал. Можно сказать, ветерок поднялся. Солнце стало менее ядреное. Идем дальше. В прошлый раз останавливался здесь перекусить. Трекер дистанции показывал 21 с небольшим километров. Сейчас показывает 22. Ну, я там дважды сбился, прозевал поворот и дважды вернулся, терял петличку. Ну, вот. Почти километр добрал. Время сейчас без 10:05. В прошлый раз я был здесь 5:30. Кушал и потом шел наверх. Короче, и срезал вон там. Сегодня не будем срезать. Пойдем дальше. Вот эту высоту нам надо штурмовать. Немножко цифр вам дам. До лагеря мне еще подниматься 350 метров на 8,5 километров.
Вот, угол рассчитайте сами, наклон. Закат сегодня в 7:48. Через 2 часа 25 минут. Надо ускориться. Здесь есть скрытый проход на ту сторону. Мотоциклисты пользуются им и велосипедисты. Короче, присяду вот здесь. Перекушу, наверное. Потому что, блядь, наверх здесь забраться будет пиздец как сложно. Короче, решение принято финишировать после заката. Есть фонарик, не бежим, идем спокойно. Сейчас перекушу, посмотрим, как получился бургуль. Воды можно добавить. Спокойно, чтобы супчик был. Да, хорошая тема. Воды надо добавлять, да. Прям чтобы супчик был. И по соли тоже приемлемо. Кубик бульона можно уменьшить. Вкусненькая водички. Он горячий, прям хороший. Но водичка тоже. Короче, как там говорится, вещь тут всегда найдет. Так вот я нашел себе. Срезал, блядь. Оттуда, где вкушал пищу, решил не идти этим серпантином. Я знаю, что там меня ждет. Там вообще жопа. Знал. И пошел сюда. Думал, вот здесь серпантин будет. Ага. Сейчас. Я до него даже не дошел еще до этой дороги. И здесь вот такая вот. Ба-бам, ба-ба-бам, ба-ба-бам. Идем искать обходной путь. Как там хорошие пираты всегда идут в обход. Хрен лысого, блядь. В обход. О, супер. Идти и не сдаваться. Вот там мы были. Помните, я говорил, больше не будет бездорожья? Как же я заблуждался. Короче, свернул не туда. А назад уже не отступлю. Иду. Поднимаюсь вверх по склону. По байкерской тропе. Посмотрим, сократит это что-то или нет. В конце дня мы будем там. На самом верху. Так или иначе. Какая луна. Ну, до заката еще полчаса. Я должен до темноты пробежать здесь участок, который, как по мне, очень опасно расположен на краю обрыва. Если там в темноте идти, даже с фонариком, можно сорваться. Артефакт древней цивилизации. Кто его построил и зачем построили его здесь? Дых-дычка. Чья-то могила старенькая. Финал отрезка. Все вообще, финал близко. Здесь мы утром проходили. Километр 1,5 остался. Короче, подведу итоги. Не буду ждать конца. Здесь осталось еще 2 километра. Сейчас часы показывают 29 с небольшим километров. Шел 9 часов. Время без 28. Закат будет через 8 минут ровно. Я как раз сейчас 5 минут посижу. С вами поговорю и двинусь. Что я могу сказать? Выход был жесткий. Жесткий.
Суммарно у меня будет где-то 31 километр. Если часы не сядут совсем. Подъемы сделал все. От начала и до конца. То есть 1000 метров подъема я набрал. Средняя скорость у меня получилась 3 километра в час. Но были переходы по километру, которые были быстрее. Были по 4,2. Но мы считаем среднюю. Здесь очень много бездорожья. Очень много бездорожья. Если бы эти же подъемы были не по бездорожью, а просто по грунтовке, было бы намного проще. Намного легче. Потому что на грунтовке во второй половине я развивал хорошую скорость. Вот. Ну что ж, было приятно прогуляться. С вами был Леха. И до встречи на тропах Израиля.